Недавно Никол Пашинян в своем интервью-статье подробно рассказал о региональных коммуникациях между Арменией и Азербайджаном. Ниже приводим подробности. Вопрос транспортных и экономических коммуникаций в регионе продолжает оставаться одним из наиболее обсуждаемых и в то же время одним из самых спорных. Азербайджан регулярно заявляет о якобы невыполнении Арменией обязательств по разблокировке коммуникаций, приводя в качестве аргумента тот факт, что пути сообщения между двумя странами остаются закрытыми. Однако важно подчеркнуть, что Армения не несет односторонних обязательств. Соглашения предполагают взаимные шаги обеих сторон. Согласно достигнутым договоренностям, стороны обязались открыть все транспортные и экономические коммуникации друг для друга. На сегодняшний день, несмотря на все заявления, ни одна дорога, ни одна железнодорожная линия, ни один трубопровод, ни одна линия электропередач или кабельная сеть в Азербайджане недоступны для использования Арменией. В то же время все дороги Армении остаются открытыми для азербайджанского транспорта. Еще в 2022 году правительство Армении инициировало процесс открытия 3 пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе, что позволило бы азербайджанским грузовым и легковым автомобилям въезжать на территорию Армении и следовать, например, в Нахичевань или в Турцию. Однако данные решения не были реализованы исключительно из-за отказа и позиции Азербайджана. При этом, если бы Азербайджан выразил готовность, эти решения могли бы быть приняты в течение 1-2 недель. Безусловно, для полноценного функционирования транспортных маршрутов требуется соответствующая инфраструктура. Например, на направлении Армения-Нахичевань ее еще предстоит создать, однако этот процесс можно осуществить в сжатые сроки. В то же время, с точки зрения физической готовности, уже сейчас возможно организовать движение грузовых автомобилей через участок Лачин-Корнидзор и далее по дорогам Армении к армяно-турецкой границе, а затем через КПП Маргара в Турцию. Та же схема применима и в обратном направлении. Необходимая инфраструктура для организации транзитных грузоперевозок уже имеется. Остается лишь принять соответствующие юридические решения. Республика Армения готова их принять, если со стороны Азербайджана и Турции будет проявлена заинтересованность. Кроме того, Армения полностью гарантирует безопасность транзитных перевозок. В случае, если у азербайджанских водителей и владельцев грузовиков существуют психологические барьеры, связанные с проездом через территорию Армении, альтернативным решением может стать привлечение турецких перевозчиков, которые на протяжении десятилетий использовали армянские дороги и продолжают это делать по сей день. Также можно рассмотреть участие транспортных компаний из третьих стран. При этом следует особо отметить, что Армения никогда не брала на себя никаких обязательств по передаче обеспечения безопасности транзитных маршрутов какой-либо третьей стороне. Не существует ни одного документа, письменного или устного соглашения, в котором говорилось бы о том, что безопасность международных или азербайджанских грузовых и пассажирских перевозок на территории Армении может быть делегирована иному государству. Напротив, Армения всегда подчеркивала, что берет на себя обязательства по обеспечению безопасного транзита, что она готова выполнить в полном объеме. Также Армения никогда не соглашалась и не рассматривала возможность передачи своего суверенитета, юрисдикции или территориальной целостности в вопросах организации транспортных коммуникаций из западных регионов Азербайджана в Нахичевань через армянскую территорию. Данный маршрут является частью более широкой темы регионального транспортного сообщения, и Армения никогда не возводила искусственных барьеров на этом пути. Более того, в ответ на заявление Азербайджана о необходимости поиска взаимоприемлемых решений в 2022 году, Армения предложила механизм международного контроля за паспортным, таможенным и иными проверками на границе, передав эти функции независимой специализированной организации. Однако Баку отказался от подобного варианта. В дальнейшем, принимая во внимание доводы Азербайджана о том, что граждане страны могут испытывать дискомфорт от прохождения армянского пограничного и таможенного контроля, Ереван предложил начать процесс открытия коммуникаций с железнодорожных грузоперевозок по маршрутам Зангелан-Мегри-Ардубат и Ерас-Ардубат-Мегри.
В предложенной Арменией письменной инициативе отмечалось, что такой вариант не затрагивает суверенитет ни одной из сторон, а его реализация позволит наладить полноценное транспортное сообщение. Если основной целью Баку является обеспечение стабильного грузового транзита в Нахичевань и обратно, то этот вопрос уже имеет конкретное и реалистичное решение. Для окончательной реализации проекта остается только политическое согласие со стороны Азербайджана. Разумеется, некоторые участки железнодорожной инфраструктуры требуют строительства. В частности, в Армении необходимо построить короткий участок дороги Нарнадзор-Карчеван, а также железнодорожное соединение на направлении Ерасх, граница Нахичевани. Однако эти работы могут быть выполнены в сжатые сроки, что позволит наладить не только армяно-азербайджанское, но и армяно-турецкое железнодорожное сообщение. По аналогичному принципу, Армения готова предоставить транзитные маршруты для трубопроводов, линий электропередач и кабельных систем, соединяющих Азербайджан с Нахичеванью. Однако Баку продолжает отвергать эти предложения, что вызывает вопросы о его истинных намерениях. Азербайджан также заявляет, что если Армения не согласится предоставить дорогу в Нахичевань, то альтернативный маршрут будет проложен через территорию Ирана. Армения не возражает против подобного варианта, поскольку этот вопрос относится к двусторонним отношениям Азербайджана и Ирана. Однако для ясности следует подчеркнуть, что Армения готова предоставить транзитное сообщение из западного Азербайджана в Нахичевань на тех же условиях, которые предлагает Иран. Если же Баку заявляет о необходимости беспрепятственного движения, то логично задаться вопросом, какие препятствия существуют при транзите через Иран, если условия идентичны. На основе взаимности Армения готова рассмотреть вопрос о внедрении упрощенных процедур контроля и автоматизированных механизмов регулирования транзита. Тем не менее, несмотря на многочисленные конструктивные предложения, Азербайджан продолжает отвергать инициативы, направленные на разблокировку коммуникаций. В конечном итоге ситуация сводится к одному. Все условия для открытия региональных экономических и транспортных коммуникаций, включая маршруты через территорию Армении и Азербайджана, уже созданы. Для окончательной реализации требуется лишь политическая воля и согласие Азербайджана. Постскриптум. Таким образом, из интервью статьи Никола Пашиняна становится ясно, что если все обстоит так, как рассказывает армянский премьер-министр, то Азербайджан не ищет мирных путей с Арменией, а напротив, там, где можно сгладить углы напряженности, Алиев этого не делает, усугубляя и без того острые отношения между Арменией и Азербайджаном. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.